Всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас достаточно базовая для понимания тема – это переменные. И также мы зацепим еще одну очень важную тему – это типы данных, которые очень тесно переплетаются с темой переменных, так как, записывая какие-то данные в переменную, она обретает какой-то тип данных. Для того, чтобы PHP понимал, как с ним работать далее. Ну и понятное дело, что типов данных существует не одна штучка, их существует несколько. Давайте разберем конкретно, какие типы данных вообще существуют. В данном примере мы разберем лишь несколько, то есть последние два вообще нет смысла разбирать. Но в будущем, я думаю, когда это будет смысл, мы разберем и эти два типа данных. То есть на ранних этапах для новичка вообще нет смысла понимать, что это за переменные и для чего они. То есть, в принципе, если брать на реальных примерах, новичок, в принципе, вообще никогда не получит этого типа данных, поэтому они нужны только в отдельных случаях, когда нам нужно проверить, можно вызвать эту функцию или нет, и является ли там какой-то объект ресурсом, то есть, условно говоря, ресурс хранит в себе какие-то там ссылки. Но это, в принципе, не важно, да. Разберем мы следующие типы данных. Null – это является переменная, которая не хранит, пустая, абсолютно пустая переменная. То есть, если мы, к примеру, переменной не дадим никакого значения, то, в принципе, она получает значение null автоматически. Bool значение, естественно, получает только два значения, либо true, либо false. То есть другого быть не может. То есть если у нас что-то соответствует, один объект соответствует другому, значит мы получаем true. Если они не являются одинаковыми сущностями, значит мы получаем false. То есть здесь достаточно все просто. Int. Int у нас является целочисельным. То есть если, к примеру, у нас есть циферка, она 1, 2, 3 и так далее, у нее нет остатка, это означает, что это значение обретает тип данных int. Если же у нас есть после комы какие-то цифры, такая цифра получает уже тип данных float. Также есть тип данных string, то есть если у нас это обычная строка, к примеру, мы написали «меня зовут Сергей» или «меня зовут Андрей», в этом случае мы получаем тип данных string. Следующий тип данных array — это уже про массивы, то есть это когда у нас получается переменная, в которых еще может храниться 1000 и более переменных. Ну а также объект — это уже более сложная сущность, похожая на массив, только в ней уже можно хранить более сложные данные. Об этом мы также будем говорить позже. Давайте начнем с переменных и попытаемся с ними работать. Сразу хочу забежать наперед. Это мы также должны понимать, что в PHP есть различные специальные операторы, которые позволяют нам, в принципе, работать с самим языком. То есть переменные хранят в себе какие-то данные, но нам также нужно, используя операторы, к примеру, добавлять, вычитать, умножать, делить, либо сопоставлять данные. То есть мы можем сравнить две переменные, выбрать вот это или та, неравное, либо не такое значение, да, если мы точно знаем, что условно говоря, не true, а false нам нужен. В случае, если мы получим true, значит нам это не подходит. Либо. То есть, в принципе, таких операторов достаточно много. Советую смотреть сразу же php.net.
И там есть специальный раздел операторы, и пройтись по этим разделам, потому что в будущем они нам очень нужны. Операторов существует достаточно немалое количество, но для новичка вот на самых ранних стадиях достаточно вот этого минимума. То есть, в принципе, просто пройтись, перечитать и по возможности даже попробовать. То есть у нас на PHP.NET есть, естественно, пример, как это работает. Ну, а мы с вами разберемся, как базово работать с языком, чтобы, условно говоря, получить то, что нам нужно. Итак, давайте перейдем все-таки к переменным. Что сейчас у нас? Кстати, эхо у нас также оператор, позволяющий выводить на экран. То есть, если мы, к примеру, пишем эхо и внутри вставляем вот такое значение, то есть оно может у вас там быть свое, да, мы его можем переписать. К примеру, давайте вот так вот перепишем. Оно, естественно, выводит на экран. То есть мы можем таких значений вводить несколько, но нужно сейчас будет учесть еще один важный нюанс. Давайте вот так вот напишу. Вот. И что у нас получилось? У нас получилось такое, что две строчки, они будто бы слепились. То есть как бы в самом языке я написал это как две разные строчки, даже вот так вот, да, а они слепились. В чем проблема? Как бы сам интерпретатор, сервер, да, он когда соединяет ну, две строки, да, вот, или как бы выводит на экран, он не понимает, в каком конкретном случае ему переводить строку там на следующую, либо там как бы это вместе должно быть, он этого не понимает. То есть, в принципе, мы можем дописать вот такую вот конструкцию n, да, и сам сервер сделает, условно говоря, переход. То есть в данном случае он просто написал у нас, ну давайте, вроде бы вот так пишет. Нет, все-таки вот так. То есть, в принципе, там надо будет поиграться еще с экранизациями, но это на данный момент тоже не важно, потому что мы будем с вами работать конкретно с переменными, и чтобы понимать, как их использовать, что можно, чего нельзя. В принципе, каждая переменная, она начинается с знака $. И для того, чтобы написать, ну, записать туда переменную, мы используем знак равно. То есть, условно говоря, мы можем написать var1 равно и вот эту строку. Давайте сейчас я попытаюсь ее вывести на экран. Ну, запоминаем, что у нас здесь вот выводится эко и вот эта строка. И давайте попытаемся посмотреть, что у нас вышло. Выходит, что первая строка, которая var равно и вот 1 hello phpmaster, она не вывелась. А вторая, которая с прочерками, да, и такая же, она вывелась. Почему так? Потому что мы вторую, естественно, вывели на экран, а первую мы просто записали и больше ничего с ней не делали. То есть, если мы сейчас напишем var1, все выведется на экран. То есть, таким образом мы можем записывать что-то в переменную и выводить ее на экран. В этом случае, который был перед этим, то есть интерпретатор просто не знал, что с этим делать. Он не понимал, переносить или это, и он просто как бы слепил две строки. То есть если посмотреть в исходный код странички, мы увидим, что у нас нет никакого ни HTML, ничего. У нас просто две строки. Ну, понятное дело, что как бы интерпретатор сделал то, что от него попросили. То есть если мы сюда запишем HTML код, BR, мы знаем, что
в HTML есть разные теги, и тег BR это переход на новую строку. То есть вот сейчас у нас все сработало так, как нужно. Но, в принципе, сейчас это уже как бы другая тема, но в любом случае для понимания вы можете использовать BR, если хотите перенести строку на следующую строку. Ну, как бы не звучал. Вот. Следующее. Давайте мы запишем что-то в переменную. Опять-таки. Давайте это будет цифра. Вообще давайте создадим несколько переменных с разными типами данных, чтобы понимать, как получить этот самый тип данных. Давайте назовем var1, var3, что 2 мы уже создали, 10 или 11, var 4, в него мы запишем, пусть будет это массив, то есть для начала мы их не пишем, но мы хотим увидеть как бы разницу между тем, что мы получаем, правильно? И пусть еще будет, в принципе, так, и пусть еще будет, к примеру, что мы можем получить? Булевое значение. Давайте так, false. Или пусть будет true. Пусть будет лучше true. Так. Что в итоге? Давайте это все выведем на экран. Скорее всего, что мы получим какую-то ошибку из-за массива, потому что массив как бы имеет свой индекс. То есть, к примеру, когда мы задаем массиву какое-то значение, мы получаем, условно говоря, какие-то индексы. То есть он начинается с нуля и там дальше. То есть, условно говоря, у нас первый индекс это 0. Второй индекс это уже единица. Давайте попытаемся вывести. Если выдаст ошибку, просто перепишем. Ну, в принципе, ошибок нет, так что супер. Что в итоге? Немножко неудобно, так как все строки они слепились воедино. Но что мы можем, в принципе, понять? У нас есть первая 5, следующая 5 и 11. Дальше идет наша строка. Давайте ее же найдем. Дальше идет array, то есть массив, который у нас не вывелся. То есть как бы сам эко подсказывает нам, что как бы это у нас array, и в нем есть какие-то данные. Значит, либо вызови конкретно по индексу, либо я просто не могу с этим работать. Ну и единица, хотя мы записали true. Почему так? Потому что true он не может вывестись. То есть он по факту да, как бы да, или нет. И как бы сам язык, интерпретатор говорит, что ага, ну раз я не могу вывести, значит мы выведем либо единицу, либо 0. То есть, и больше ничего. То есть если 0, значит ничего. Если единица, значит что-то есть. Но давайте лучше сделаем более понятным и выведем следующим образом. В PHP есть такая функция, как var_dump. Она позволяет нам, во-первых, получить значение переменной, а во-вторых, еще и вывести тип данных. Причем в нее можно задавать несколько значений, потому что, ну, как бы, чтобы вывести там через ком. Давайте лучше так и сделаем. Так, var1. Это все удалим. var2. var3. 4 и 5. Как итог, мы четко видим, что первое значение мы имеем integer,
и у него значение 5. Второе имеет значение float, и у него есть определенное после комы. Почему так? Это, пока что мне лично даже мне непонятно, почему он еще несколько значений взял после этого. Но в целом целое число 5,1, не целое, а плавающее число 5,11. И вот этим остатком мы в принципе можем управлять. Далее идет string, array, и видите, мы получили нулевое значение, да, то есть нулевой индекс со значением 1 и первый индекс со значением 3. Давайте покажу. Вот нулевой и первый. А далее булевое значение со значением true. То есть вот таким образом мы задали какие-то данные в переменную. Возможно, вы уже как-то изучали PHP и знаете, что в нем можно задавать строку с одинарными лапками и двойными. То есть, как результат, одно и то же самое. Результат абсолютно тот же. Единственная разница в том, что в одинарных мы можем, точнее мы не можем вставлять переменную, то есть она отобразится как var1. Но если мы используем двойные, то PHP попытается вывести нам на экран значение первой, и в принципе это можно использовать по-своему, правильно? Вот, в этом случае вывелась пятерка. Давайте дальше перейдем к логическим операторам, чтобы уже хоть как-то мочь работать с переменными и уже какие-то результаты получать, да? То есть давайте напишем echo и сделаем логическое сложение, то есть var1 плюс var2. Что мы получим в итоге? Мы получили число 10, 11. То есть мы прибавили два числа между собой и получили достаточно четкий результат. То же самое реализовать, к сожалению, с переменными var1 и var3 мы не можем, потому что мы получим ошибку. PHP просто не будет знать, что делать нам с вот этими двумя строками, потому что это строка, а это у нас целочисленное значение. То есть он не будет знать, что с ним делать. И по итогу мы получаем ошибку. Как вообще исправить эту ошибку? Достаточно просто. По логике, если мы прибавляем две строки вместе, да, то есть мы плюсуем или как-то так. Если ты не знаешь, что с ними делать, так значит соедини, да, или прилепи, или как-то вот так вот. Но для этого в PHP существует дополнительный оператор конкатенации. Он позволяет слепить две строки в одну, и мы получаем то, что мы получили. Да? То есть мы получили первую переменную var1 и соединили ее с второй переменной var3. Мы слепили эти две переменные и можем дальше что-то с ними сделать. Но кроме всего этого есть еще умножение, деление и тому подобное. То есть это уже по той же логике работает, что и добавление, то есть то, что мы сделали буквально только что. И еще у нас есть логический оператор 2 равно и 3 равно. В принципе, 2 равно, 3 равно, равное, неравное. То есть это называется у нас логический оператор. Кстати, их значительно больше. Я не знаю, почему здесь у нас в документации их так мало, потому что их значительно больше. Давайте я их, наверное, все напишу, которые я четко сейчас помню.
У нас есть 3 равно, есть 2 равно, у нас есть неравное. Так, оно также умеет вот так вот писаться. То есть, в принципе, здесь вроде бы было, может и нет, нет. Но это не важно. После чего меньше равное, да, равное. То есть это все как бы логические операторы для того, чтобы понять значение там определенной цифры. Давайте, чтобы не было никаких ошибок, мы поменяем var3 на var2, потому что у нас там циферка хранится. И получим результат, который который мы хотим получить. То есть и для того, чтобы четко видеть, что мы получаем, лучше это выводить в var, потому что, в принципе, var, эко не выведет нам этого на экран. Итак, я все уже записал, и давайте увидим, что мы по итогу получили. Во всех случаях мы получили какие-то булевые значения, в каком-то случае true, в каком-то случае false, в каком-то снова true и так далее. Давайте разберемся почему. Смотрите, вот мы смотрим, допустим, var1, то есть вот сейчас значения имеют только вот эти две переменные. Что мы видим? Вот тут вот вопрос, равны ли var1 и var2. И мы четко видим, что нет, потому что в первом случае var1 у нас равен 5, а во втором случае var2 равен 5, но с остатком 11. Поэтому мы получаем четкое значение, что нет, не равное. Ну, как бы true. Во втором случае, наоборот, выходит, что равное ли var1 и var2 мы получаем false. В этом же случае с двумя равно мы то же самое, что и 3 равно получаем. Сейчас объясню, почему такая разница. И также мы получаем вот неравное. То есть, в принципе, этот оператор и вот этот это одно и то же самое. Также мы имеем еще два оператора: больше равное, меньше равное. И, кстати, еще можно дописать больше и меньше. То есть в этом случае мы проверяем больше или равное. То есть, точнее, вот этот означает меньше или равное. Смотрим результат. Давайте я это уберу, чтобы понимать. Тут данных очень много. То есть вот это меньше или равное, да. То есть у нас действительно 5 меньше, ну либо равное, да, там четко непонятно, чем вторая переменная. Вот в этом случае мы получаем уже false, потому что 5 не меньше 5 с остатком и не равное. Следующее, то есть меньше ли 5, 5 и 1, ну 5 и 11. Да, она меньше. И во втором случае нет, она не меньше. То есть как бы тут у нас достаточно просто разделено все. В принципе, с переменными тут больше нечего сказать, как и с типами данных. Но единственное, что все-таки нужно понимать, что переменные, они хранят в себе данные. Мы можем записывать переменные в переменные, к примеру. Давайте еще немножко вот поделаем вот это вот. Мы можем создать третью переменную var3 и записать вот в таком виде: var1 плюс var2. И вывести это на экран. var3. По итогу мы получаем результат, потому что у нас сейчас отдельно есть переменная с значением 5,
отдельно есть переменная со значением 5 и 11. И мы создали еще одну переменную с суммой вот этих вот двух переменных. То есть как бы здесь мы уже сделали какую-то обработку. Ну и таким же образом можно делить, умножать, сопоставлять и так дальше. Это уже в принципе дело ваше. А также советую посмотреть Wardam. То есть, естественно, как бы, чтобы понимать, в чем разница. Потому что Wardam, как я уже говорил, он выводит не только результат, он выводит еще и тип данных. Ну и помимо того, в некоторых случаях еще выводит количество символов внутри там строки, либо количество там переменных внутри там массива. То есть в каждом случае индивидуально, но в любом случае это достаточно полезная информация. И наконец, давайте перейдем к домашним заданиям, которые вы можете для себя выполнить, чтобы понимать, насколько вы поняли данную тему. Первое задание: нам нужно будет создать две переменные, в которые мы запишем имя и возраст, и после чего просто выведем это на экран. Можем также записать там третью переменную и, конечно же, уже как-то там информацию, да, ввести там в одну строку. Условно говоря, там меня зовут, имя, да, и там мой возраст такой-то. Вторая задача уже более сложнее, то есть мы там уже будем играться с переменными, да, складывать их, вычитать, умножать и делить. И это все можем вывести себе на экран. Ну и третья задача — это работа со строками. Мы создадим переменную с именем город, там, либо, условно говоря, запишем туда конкретный город. Создадим переменную страна и запишем туда какую-то страну. Ну и третью строку мы, вот третью переменную, мы создадим местоположение, в которую запишем уже страну и город. То есть, чтобы мы там, условно говоря, могли вот соединим эти две строки. Напоминаю, там конкатенация позволяет нам соединить две строки. И это все мы выводим на экран. То есть таким образом мы сможем понять, как с этим работаем. Кстати, в PHP есть еще такая штука, что мы можем переменную как бы назвать как хотим. Единственное, чего мы не можем, вот такие вот знаки писать, да. По идее, оно должно выбить ошибку. Давайте сразу же проверим. Так, var. Да. По идее, должно быть, но может быть такое, что и выведет. Но в любом случае, так как это не строгий язык, он может работать с разными примерами, даже с такими. Так, даже с такими. И, в принципе, даже в этом случае он будет работать нормально. Но писать на самом деле код так я не рекомендую, потому что это неправильно. То есть у программистов есть свои правила по написанию переменных. И, наверное, самое важное, что нужно помнить, это переменная должна быть максимально понятной для любого программиста, потому что есть рынки разные, есть СНГ рынки, есть забугорные рынки, и могут попадаться самые разные программисты. Если, к примеру, американский программист увидит вот такой вот как бы синтаксис, он не поймет, что это тут записано. Поэтому лучше писать понятную строку. К примеру, если мы имеем в виду, что в переменную мы хотим записать какой-то возраст, лучше так и написать там age, да, который будет давать нам четко понимание, что там записан возраст конкретный. Либо имя, либо там фамилия, либо так далее.
Это единственное важное правило, чтобы переменные были понятны. В целом у меня на этом все. Если вам понравился урок, ставим лайки, не забываем подписываться. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео и всем пока-пока.